Будем делать короткий сниппет под Kai Angel Chelsea Smile. Так, я скачал файл. Теперь нужно его обрезать. Можно обрезать где-нибудь онлайн, какие-нибудь сервисы есть. Я буду делать это в Adobe Audition. Возьмем где-то до 15 секунд, поэтому нужно где-то выбрать один сочный момент. Сделаю сразу потише. Да, вот отсюда возьмем кусочек. Это все мы удаляем. И где-то район 20 секунд мы тоже удаляем. Вот так вот, думаю, 12 секунд нормально будет. Так, получаем трек на 13 секунд. Сохраняем, выходим. Также я не знаю, насколько это работает, но я обычно удаляю все метаданные, чтобы генерация не отказывала по авторским правам. Здесь нажимаю «Удалить свойства». Здесь выделяю все. Так, теперь у нас чистый файл, будто бы это что-то сгенерированное или что-то непонятное от какого автора. Не знаю, насколько это работает, но я так делаю всегда. Теперь у нас есть файлик аудио 13 секунд. Следующим этапом я бы создал папку фото исходники и открываем Google и вводим Kai Angel Face. Переходим в картинки и вот здесь вот примерно штук 5-6 найти бы хороших. Берем вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. С татуировкой будет сложно, поэтому будем надеяться на милость нейросети, посмотрим. Ну, для урока, в принципе, нормально. Я так чисто покажу, как это делается в целом. И да, у него много татушек, поэтому либо закрытые шмотки надо будет делать. Короче, да, это осложняет татуировки, и вот эти особенности, они все осложняют очень процесс. Но сделаем как есть. Фотоисходники сохраняем. Так, в итоге у нас 5 фотографий есть. Давайте выберем шмот какой-то. Заходим в Pinterest и Viper Outfit. Что-нибудь выберем. Viper Man Outfit. Вот, это крутой шмот. Сохраняем в папку одежда. Под номером 1 сохраняем. И давай вот такую еще выберем. Сохранить как номер 2. Получаем 2 варианта одежды. И получается у нас еще 5 фотографий лица. Так, открываем, давай сюда исходники, одежда и Telegram-бот посередине. Заходим в бота Mixer AI. Он нам понадобится для работы сегодня. Вы можете генерировать в любом, где вам больше всего удобно. Но здесь можно оплатить русской картой, поэтому можете и здесь. Заходим в раздел «Фото», GPT Image 2. Выбираем соотношение сторон 16:9, качество 4К, 1 промпт, 1 генерация. Нажимаем «Начать». Можно загрузить до 16 референсов. То есть мы загружаем фотографии лица и первый лук. Нажимаем «Отправить». Следующий шаг. И вводим промпт. Создай карточку персонажа с фотографией. Слева сетка 2×2. Важно, в этой сетке лицо крупно, ванфас, профиль, 3/4 и затылок. Справа персонаж в полный рост, взгляд в камеру, руки вдоль туловища. Чистый белый фон и студийный свет, никаких наложений и текста. Плюс нужно добавить, что персонаж одет в одежду с 6-й фотографии. Во всех ракурсах одинаковый образ персонажа. И отправляем. Давай сразу скопируем. И нажимаем «Сгенерировать». Можно пока зайти, создать вторую карточку. Меню, фото, GPT Image 2, 16:9, 4К, 1 промпт, 1 генерация. Начать. Загружаем снова фотографии лица и второй лук. Нажимаем «Отправить». Следующий шаг. Вставляем скопированный промпт и нажимаем «Сгенерировать». Ждем генерации. Так, тем временем у нас появилась сетка персонажа. Выглядит вот так. Оверсайза здесь не хватает, но в целом неплохо. Вот даже Angel передалось. Татуировка на лице везде одинаково выглядит. Один септум на всех фотографиях. Вот эта карточка отлично подойдет. Скачиваем. Здесь мы создаем папку «Карточка персонажа». Здесь номер 1. И вторая карточка более темная.
Так, здесь тоже септум. Наушники даже везде сохранились. Да, везде одинаково, отлично. Такие шмотки. Да, отлично, берем, тоже сохраняем. Карточка персонажа 2. Смотрим. Раз и 2. Вот такой герой клипа у нас будет. Так, по тексту я смотрел, у нас написано freezing. То есть можно что-нибудь, какую-нибудь Арктику и метель придумать. И вторую локацию давайте смотреть на Пинтересте. Давайте Арктик сначала найдем. Арктик, поле, филд, я не знаю. Вот такая вот кайфовая локация. Да, вот такое прям морозище. Такое, да, холод прям. Вот эту сохраняем, вот эту. Сохраняем локацию. Локация Арктика. 1, 2 и 3. Так, вторую локацию нужно найти, подумать. Давайте что-нибудь Cinematic, Music, Video, Locations. О, давайте вот такое вот, как будто заброшенная станция, морозное метро. Вот что-нибудь типа такого бы найти. Да, вот такое. Вот она, вот оригинал. Сохраняем. Локация, станция. Можно, да, вот такую взять. Так, переименуем. 1 и 2. Так, давайте все-таки третью, да, возьмем вот эту вот локацию. Лиминальная, или как это называется, эта штука. Сохраняем локация лиминал. Раз. Вот такой коридор. 2. Сохраняем. Так, теперь у нас есть, получается, 2 карточки персонажа, 3 локации. Одежда и фотоисходники можно сразу в архив закинуть, потому что нам это больше не пригодится. И теперь мы работаем с карточками персонажа и с локациями. Сейчас будем генерировать раскадровки. Заходим в бота опять. Заходим в меню «Генерация фото», GPT Image 2, 16:9 4К, начать по этим настройкам. Загружаем до 16 референсов. Так, мы загружаем карточку персонажа. Для Арктики давайте вот темного возьмем. И локация Арктика. Следующий шаг. И вставляем такой промпт. Я прикрепил фотокарточку персонажа, 3 фотографии референса локации. Создай раскадровку 3:3 и так далее. Копируем и отправляем. Нажимаем «Сгенерировать». Первая генерация пошла. Теперь та же модель. Загружаем ту же темную фотографию. И локация Liminal. Вот эти 2 фотографии. Следующий шаг. Вставляем тот же промпт, карточку персонажа и 2 фотографии референса локации. Отправляем. Сгенерировать. И берем третью карточку в светлой одежде. Та же модель. 16:9 4К. Начать. Перетаскиваем фото и перетаскиваем локацию станция. Следующий шаг. И вводим промпт снова и 2 фотографии референса локации. Здесь я поясню в скобках, не копируй в точности. Просто позаимствуй вайб. Ночной, холодной станции. Отправляем. Сгенерировать. Сейчас мы получим 3 раскадровки, которые можно потом оживлять. Создаем папку раскадровки. Пока идут генерации, покажу, что делает вообще этот бот у нас. Здесь есть раздел фото Nano GPT Image 2, Seedream, Grok и Z-Image. Вот пришла уже генерация. Да, вот такие топовые. Да, вот это удачная генерация. Так, для понимания, это будет не полностью копироваться, это будет просто как референс для создания кадров. То есть он возьмет какой-нибудь, например, первый кадр, и он будет его анимировать по тому промпту, который мы скажем. Поэтому, если тут что-то не так, или персонаж, вот, например, выглядит не так, как в карточке персонажа, мы не пугаемся и работаем дальше. Так, здесь вторая локация.
О, кайф, кайф. Вот это вообще отлично. Широкий угол. Да, супер. Тоже принимаем. Сохраняем в папку раскадровка. Первое Арктика. Второе лиминал. И третью еще ждем. А пока покажу видео модели, какие есть. Есть Seedance 1.5 и 2. Есть Veo. Есть Kling. Целое семейство. Тут можно любую выбрать, в том числе Motion Control. Есть Grok, Happy Horse и Gemini Omni. Новая модель. Получили третью сетку. Да, в целом ракурсы точно подходящие, 100%. Отлично. Некоторые кадры будут странные, и мы как бы этим жертвуем, потому что у нас сниппет короткий, и не страшно, если что-то не получится, и что-нибудь будет странного, какой-нибудь кадр будет выглядеть хреново. Так, сохраняем третью раскадровку. Третья станция. Теперь можно папки локаций закинуть в архив. Теперь у нас есть карточка персонажа и раскадровка. С ними мы работаем и отправляем на видеогенерацию вместе с аудиофайлом. Вот с этим. Хотя нет, сначала мы создаем промпт. Открываем 3 вкладки ChatGPT и переносим в каждую по раскадровке. Сюда Арктика, второй лиминал и третья станция. И давай сделаем еще 4-й один промпт. Локацию выбрать нужно. Давай Арктику все-таки возьмем еще раз. И пишем промпт. В каждое окно ChatGPT пишем промпт. И чтобы получить такой промпт, я написал еще один промпт. Жду от тебя только текстовый ответ. Нужно написать промпт для генерации гипердинамичного темного музыкального клипа под эти кадры. Нужно указать, что используется сетка кадров. Также я указал, что нужно использовать аудио 1 как саундтрек для липсинга и движений персонажа. Также то, что используется Image 2 как карточка, точная внешность персонажа, которую я потом прикреплю. Персонажа в скобках укажем. Должен быть запрет на изменение внешности. Такой вот промпт пишем и вставляем сюда. Вставляем сюда. Сюда. Сюда, блин. Сейчас получаем 4 промпта, и у нас все готово будет для генерации видео. ChatGPT пишет такой подробный промпт, описывая каждую сцену, и описывая эффекты даже, и поведение камеры для каждой сцены. Это очень удобно и будет супер, я думаю. Так, все, у нас есть промпты, у нас есть раскадровка, у нас есть аудио. Теперь мы заходим в меню, видео, и выбираем модель Seedance 2.0. Выбираем Seedance 2.0, убираем Fast и выбираем качество 720. В целом этого достаточно для хорошей картинки. Включаем галочку «Генерация аудио» обязательно. И нажимаем «Начать» по этим настройкам. Выбираем генерацию по референсам и загружаем. Обратите внимание, что в промптах у нас идет порядок такой, что Image 1 – это раскадровка. То есть первым файлом мы загружаем раскадровку, и вторым файлом загружаем карточку персонажа. Нужно, чтобы раскадровка соответствовала карточке персонажа внимательно. Берем первую раскадровку Арктика и перетаскиваем в темной одежде фотографию. И перетаскиваем аудио 1 как саундтрек. Отправить. Так, загружено 2 фотографии и 1 аудио. Переходим на следующий шаг. Вводим длительность 12 секунд. ChatGPT делает слишком длинные промпты, поэтому я их скопировал просто в файлы. Вот отдельно могу файлом прикрепить. Промпт 1 Арктика. Отправить. И проверяем. Модель Seedance 2.0 по референсам 16:9, 720, 12 секунд. 2 фотографии, 1 аудио со звуком, промпт и стоимость 300 монет. Нажимаем «Сгенерировать видео». Окей, генерация в процессе. Выбираем та же модель. Seedance 2.0, те же параметры сохраняются. Начать. По референсам. Давай сразу прогоним промпт 4, потому что там те же самые вводные, кроме промпта. Загружаем раскадровку персонажа и аудио. Пересылаем. Вводим следующий шаг. 12 секунд. И вводим промпт 4. Он отличается от первого промпта. Отправляем. Получаем экран подтверждения. Все так же, как и было. Нажимаем «Сгенерировать». Также прогоняем второй и третий промпты. Та же модель, начать
по референсам. Первая раскадровка идет. Первым файлом идет раскадровка, второе карточка персонажа, темная. И снова прикрепляем аудио сразу. Ждем загрузку. Нажимаем следующий шаг, 12 секунд, и вводим промпт, второй liminal, отправить. Все готово, экран подтверждения, нажимаем «Сгенерировать видео». Генерация в процессе. И остался последний промпт со станцией. Выберем здесь та же модель, начать по референсам. Раскадровка третья, карточка в светлой одежде и аудио 1. Отправляем. Так, файлы загрузились, 2 фото, 1 аудио. Следующий шаг, длительность 12 секунд и промпт 3, станция. Отправляем. И нажимаем «Сгенерировать». У нас 4 генерации в процессе. Мы должны получить 4 видео по 12 секунд. И из этого будем лепить результат уже. В целом модель предсказуемая, но бывают сюрпризы, конечно. Будем надеяться, что все вышло супер. Если что, там какие-то кадры будут лагать, опять же, мы можем их обрезать и выбрать только удачные. У нас получится сейчас 48 секунд материала, поэтому этого достаточно, я думаю, даже с запасом, чтобы сделать какой-то сниппет. Создадим папку 4 генерации видео. Сразу подготовим проект для монтажа. 5 монтаж видео. Сохраняем. Сохраняем. Хорош. Я получил первый файл, и я очень доволен. Прикольно получилось. Сохраняем в папку первая Арктика. Даже еще раз посмотрю. Как он в конце? Freezing. Прикольно. Так, у нас второй подъехал файл. Давайте смотреть. Вау. Оу, фак, ничего себе. Вы что, видели, что в конце вообще? О, охренеть. Вот это да. Даже поспорить с первым теперь. Так, подожди, это третий, наверное, станция. А вот у нас четвертый подъехал файл. Давайте смотреть. Ой-ой-ой, хорошо. Ой-ой-ой. Ой. Ой, хорошо, вот это. Вот это движение, охренеть. Охренеть. Да. Не, я не знаю, чувствуете вы то же самое или нет, но я капец как доволен. Из-за того, что это динамичное видео, быстрая нарезка будет очень кайфово смотреться. И, может быть, там заметно, да, но как бы на 99% ваши видосы будут лучше, чем остальной ИИ слоп. Сохраняем 4 Арктика. И остался Liminal, смотрим. Мне уже даже страшно немного. Давайте смотреть. Я настолько дохуя большой, будто воспитание нужно дописать слово official. Let me vision, you without you, girl, I feel like I'm freezing. Ну так, не самый лучший, конечно. Я настолько дохуя большой, будто воспитание нужно дописать. Вот этот кадр неплохой. Мне в целом нравится просто именно композиция. Конечно, он тут такой пластилиново двигается. Вот этот неплохо, вот эта вот фраза хорошо обыгрывается. Dalch girl. Вот это чисто для перебивочки тоже подойдет. Короче, у нас есть 4 файла, и я очень доволен, как они выглядят. Давайте сохраним как 2 liminal. Переходим в проект для монтажа. Я не настаиваю, чтобы вы в Adobe Premiere это все редактировали. Можно в CapCut это все легко сделать, но там больше гемора. Мне больше нравится с горячими клавишами и так далее. На компе. Заходим... давайте сначала аудио импортируем. И потом генерации видео. И вот эти 4 файлика берем. Нажимаем «Создать композицию». Вот они все 4. Здесь я выбираю... Я не знаю, насколько это в вашем редакторе будет удобно все это делать. Я думаю, там у себя как-нибудь уже разберетесь так, как вы привыкли. В Premiere Pro есть функция «Разрезать на сцены». Я нажимаю.
И он режет, где сменяется кадр, делает отдельные сцены. Вот у нас очень много сцен. Пролистываем. Я, наверное, не буду весь процесс показывать, потому что это очень долго, вот это все подбирать. Это все на вкус и цвет, поэтому, наверное, покажу в конце вообще, что получилось. Да, ну кадр прям, вот эти, это вообще класс. Вот эти пролеты. Это все промпт, который ChatGPT придумал. То есть я ничего не писал, что именно там, как бы, что делается, какие интересные там ракурсы и какие пролеты сделать. Это все, во-первых, раскадровку GPT Image 2 придумал, все вот эти ракурсы прикольные. И потом по ним же он придумал все промпты, которые там, типа, какие эффекты и поведение камеры. Ой, хорош вот этот вообще. Ой-ой-ой. Dalch Girl. Ну чё, давайте монтировать. Ну что, сырая версия вот такая получилась. Вот мой проект. Выбранные лучшие кадры из того, что было. Может быть, нужно больше генерации, но посмотрите, что получилось. Так, давай сначала. Это такой черновой вариант, я его буду доделывать еще, менять цвет, и мне не все тут нравится, но на сегодня я закончил. Смотрим. Кстати, по качеству картинки, вот если крупные планы, то хорошо получается. Качество 720 оно позволяет, но если какие-то дальние планы, например, то картинка уже сыпется, то есть качество лучше 1080, наверное, но это дороже, но картинка будет намного лучше. В целом, вот для таких вот крупных планов прям отлично передалась карточка персонажа. Вот здесь, например. Вот здесь уже не нравится. Это вот издалека 720 качество. Тут, понятное дело, лицо уже сыпется. То есть либо крупные планы, либо качество побольше ставить. И последний этап, то, что я делаю. Последним этапом я захожу в приложение Topaz, чтобы улучшить качество. То, что у нас получилось, это в качестве соотношения сторон 1280 на 720. Это такое еще качество минимальное, которое можно загружать в Инстаграм. Но давайте улучшим. 24 кадра в секунду в целом подойдет, чтобы не было такой плавной картинки. Так что просто улучшим разрешение в 2 раза. Выбираю Enhancement и выбираю в 2х Upscale. Модель какую-нибудь такую из обычных. И добавим зерна. Какие-то новые функции появились, поэтому поставим Grain. Здесь примерно 33. Size поставим 3. Частота в 33 тоже. Такое примерно соотношение сделаем. И нажимаем экспорт. Так, быстро прошло. И смотрим в качестве. Да, вот зерно. Зерно уже чувствуется, оно добавляет немного такой магии. Тут он такой бедолага прям, конечно. Короче, фишка в чем? Что можно брать персонажа, помещать в любые локации, любую одежду и любые сниппеты снимать. Если бюджет не ограничен, я бы делал в качестве 1080, брал бы куски по 15 секунд, может быть побольше локаций, может быть побольше генераций, например, там одну генерацию отправить 2 раза, чтобы там получились разные версии по одному промпту, чтобы больше выбора было для удачных кусков. В целом для урока, я думаю, достаточно информации. Я думаю, что вполне овладели этим навыком теперь.